Просто нарежьте картошку и добавьте яйца, и у вас получится блюдо, которое многим очень нравится. Такой быстрый завтрак за минуты оценит вся семья. Сегодня приготовим сразу два простых и быстрых рецепта из картофеля на сковороде. И начнем с варианта, который я готовлю чаще всего, когда под рукой картошка, яйца и немного овощей. Картошка – это универсальный продукт. Из нее можно сделать и запеканку, и пиццу на сковороде, и крошку-картошку, и даже легкий овощной ужин. Но сегодня мы не будем заморачиваться, а приготовим простой рецепт, который отлично подойдет и на завтрак, и на обед. Итак, для начала очищаю картофель. Часто спрашивают, как нарезать картошку для жарки. Я делаю так. Режу клубни кружочками средней толщины и не слишком тонко, чтобы картошка не сгорела, и не слишком толсто, чтобы успела прожариться. Список продуктов для этого рецепта, как обычно, вы найдете в описании под видео. Разогреваю сковороду, наливаю немного растительного масла и выкладываю туда нарезанный картофель. Это основа блюда, поэтому важно обжарить его до легкой золотистой корочки. В миску выкладываю сметану. У меня сметана 15% жирности, она придаст мягкость и вкус. Добавляю немного соли, черный молотый перец и слегка перемешиваю ложкой. Дальше беру 3 средних яйца и разбиваю их в миску. Венчиком все аккуратно перемешиваю до однородности. Тем временем картошка уже подрумянилась. Теперь самое время все посолить. А пока нарежу овощи. Беру 2 средних помидора, нарезаю их мелким кубиком и отправляю в миску с яйцами и сметаной. Туда же добавляю мелко нарезанный зеленый лук. Спасибо за ваши теплые комментарии под видео. Мне очень приятно читать, что вы берете рецепты и готовите. Это вдохновляет снимать новые ролики и делиться с вами идеями. Картошка уже почти готова. И что самое удобное, ее не нужно дополнительно запекать в духовке, все готовится прямо на сковороде. Теперь выливаю на сковороду яичную смесь с помидорами и луком. Распределяю равномерно и включаю минимальный огонь. Готовлю под крышкой примерно 15 минут, а пока у нас есть время, займусь зеленью. У меня укроп и петрушка. Нарезаю их мелко, чтобы потом посыпать уже готовое блюдо. Еще беру кусочек твердого сыра и натираю его на крупной терке. Сыр в таких рецептах всегда работает отлично. При нагреве он плавится и получается очень вкусно. Прошло примерно 15 минут. Омлет с картошкой готов. Теперь можно его аккуратно перевернуть. Я делаю это с помощью тарелки. Накрываю сковороду сверху, переворачиваю и снова возвращаю омлет обратно. Этот шаг можно пропустить, если не хочется возиться. Но мне нравится, когда корочка получается с обеих сторон. Теперь сверху посыпаю тертым сыром. Снова накрываю крышкой и оставляю еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился. И финальный штрих – зелень. Щедро посыпаю укропом и петрушкой. И все, блюдо готово. Получается вкусный, сытный и в то же время простой завтрак или обед на сковороде. В нем есть и картофель, и яйца, и овощи. И самое главное, готовится все быстро и из доступных продуктов. Никаких сложных техник, а результат действительно может быть вкуснее пиццы. Такое блюдо можно подавать прямо в сковороде или разогреть порционно и подать как запеканку. Отличный вариант, когда нужно приготовить что-то вкусное и полезное для всей семьи. И на этом мы не останавливаемся. Дальше я покажу еще один интересный рецепт из картофеля. Он не менее простой, тоже готовится на сковороде и обязательно понравится тем, кто любит быстрые блюда из овощей. Давайте перейдем ко второму рецепту. Просто натрите картошку и добавьте яйца. Это блюдо готовится без лишних хлопот, а результат получается вкусным и сытным. Золотистая корочка картофеля, мягкая серединка и аромат специй создадут идеальный завтрак или ужин. Беру несколько перьев зеленого лука и нарезаю их мелко. Яйца слегка взбиваю вилкой, чтобы масса стала однородной. В описании под видео вы найдете список продуктов. Высыпаю лук в миску с яйцом, перемешиваю и отставляю пока в сторону. Теперь подготавливаю картофель. Очищаю и натираю на крупной терке. Разогреваю сковороду с растительным маслом и сразу выкладываю половину картофельной массы. Равномерно распределяю, уплотняю лопаткой и немного подворачиваю края к центру. Сверху аккуратно выливаю яичную смесь с луком. А потом выкладываю вторую часть картофеля и снова слегка приминаю.
Добавляю щепотку соли и немного перца. Если любите острое, можно взять паприку или сухой чеснок. Готовлю на медленном огне под крышкой около 12 минут. Чтобы верх был не влажным, время от времени протираю крышку от конденсата. В это время как раз успеете нарезать овощи или сделать легкий соус к картофелю. Проверяю готовность. Когда верхний слой станет полупрозрачным, пора переворачивать. Для этого беру широкую тарелку, чуть смазываю ее маслом, накрываю сковороду и переворачиваю. Картофель возвращаю обратно. Накрываю крышкой и довожу до готовности еще 7-10 минут. Получается плотный, румяный и ароматный завтрак. Перед подачей посыпаю свежей зеленью и добавляю кусочки помидора. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться этим рецептом с друзьями. Впереди еще много простых и вкусных идей. Приятного аппетита!